Горизонтальной силой, равно по модулю 30 ньютонов, тянут санки массой 2 кг, на которых лежит груз массой 18 кг. Коэффициент трения по лозе во сне равен 0,1. Какова сила трения, действующая на груз? Масса груза равна 18 кг. Масса санок равна 2 кг. Коэффициент трения по лозе во сне μ равен 0,1. Сила, которая тянет санки, равна 30 ньютонов. Нужно определить силу трения, действующую на груз. Сначала определим эту всю систему с точки зрения того, что она движется равномерно или равноускоренно. Если она движется равноускоренно, то существует какое-то ускорение, тогда решение будет другое, естественно. Поэтому запишем, что сила F, вот эта сила F, которая тянет этот груз, противодействует, естественно, сила трения. Сила трения, и она, разница этих сил, создает силу, которая будет ускорять всю эту систему. Мы можем записать о том, что вот эта сила, согласно второго закона Ньютона, будет равна масса, вся масса m плюс m санок, что множится на ускорение, которое имеет весь этот груз вместе с санкой. Чему равна сила трения в данном случае? А F трения будет равна весу всего груза, m1 плюс санки умножить на g и умножить еще на коэффициент. Ну и масса m плюс m санок, это груз, это санки, то множится на g. Вот мы определили силу трения, которая существует вот в этом месте. Сила трения противодействует силе, с которой тянут санки. А нам нужно определить силу трения, которая вот в этом месте находится. Отсюда можем узнать, с каким ускорением движутся санки. Напишем это все. Равно из вот этой формулы F минус F трения делить на m плюс m санок. Подставляем значение F минус μ m плюс m санок, что множится на g, и делить на m санок плюс масса груза. Можем подставить сюда все значения, потому что они тут все известны. Итак, имеем мы 30 ньютонов, μ это 0,1. Масса санок плюс масса груза 2 плюс 18 кг, получается, множится на 20 кг и множится, естественно, на ускорение на 9,8 метров за секунду в квадрате. И делится на, опять же, массу всю, на 20 кг. Раскроем ньютоны для того, чтобы посмотреть, можно ли здесь какие-то размерности убрать, чтобы они нам не мешали. Так будет равно 30 кг на метр на секунду в квадрате минус 0,1 на 20 кг на 9,8 метра за секунду в квадрате и делить на 20 кг. Посмотрите, все члены сверху и снизу можно удалить на килограмм. И тут можно вынести, потом удалить. Зачем выносить, и так можно удалить. Получается, метры за секунду в квадрате, здесь тоже метры за секунду в квадрате, делится просто на число. Так мы получаем, если мы посчитаем, будет здесь 10,4 метра за секунду в квадрате, то делится на 20. Получаем 0,52 метра за секунду в квадрате. Вся эта система, получается, движется с ускорением 0,52 метра за секунду в квадрате. Теперь, если рассмотреть конкретно вот санки, и на них стоит груз. На груз и на санки воздействует сила с ускорением А 0,52 метра за секунду в квадрате. Все на санках и на груз. И санки тянутся, и груз тянется вот с таким вот ускорением. Для того, чтобы этот груз устоял на санках, необходимо какое-то противодействие. Вот ему и создает противодействие вот эта сила трения, обозначим F трения 2, которая будет противодействовать о том, чтобы этот груз стоял на этих санках. С одной стороны действует сила ускорения, которая создает силу ускорения, и этой силой ускорения противодействует эта сила трения. Но вот эту силу ускорения, которая действует на этот груз, обозначим как F2. F2 равно, получается, F трения 2. F2 чему равно? F2 равно масса груза умножится на ускорение. Будет равно 18 килограмм умножится на 0,52 метра за секунду в квадрате. Мы получаем 9,36 килограмм на метр на секунду в квадрате, или получаем 9,36 ньютонов. А поскольку вот эта сила ускорения компенсируется силой трения, все это находится на месте в неподвижном состоянии, получается, что сумма всех сил, которые действуют здесь, будет равна в данном случае, то сила трения вот эта будет равна силе F2 и тоже равна 9,36 ньютонов. Итак, сила трения 2, вот эта, которая удерживает этот груз на санках, будет равна 9,36 ньютона. Это благодаря тому, что вся эта система движется с ускорением.